Кадыров решил идти до Одессы. В Германии судят преступника, укравшего крест Папы Римского, а в Украине заявили о том, кто в Киеве должен был убить Зеленского и Буданова. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Зеленский, Буданов и Малюк должны были быть убиты перед инаугурацией Путина. В СБУ показали тех, кто практически организовал масштабный теракт. Это люди из близкого окружения украинской власти. Принято решение о нанесении туда двойного удара. Из Чечни в Одессу. Кадыров уже не угрожает Польше, но хочет побывать на юге України. Что происходит на линии фронта? Втрата Донецької області виглядає реальною. Напряжение у восточного фланга НАТО. Смогут ли российские войска осуществить прорыв из Ивангорода в эстонскую Нарву, о которой мечтал Путин? Но мы должны понимать, почему Москва угрожает нам. Всем привет, друзья! Для нас крайне важна активность и интерес каждого из вас. Спасибо за лайки, комментарии, подписки и репосты. Благодаря этому наше видео в тренде, а вы и сотни тысяч других пользователей всегда в курсе актуальных и важных событий. Именно о них сейчас и расскажем. Кроме того, не забывайте о кнопке «Спасибо» под нашим роликом. Начинаем. От 50 до 80 тысяч долларов за жизнь Владимира Зеленского. Именно столько должны были получить исполнители убийства украинского президента. Служба безопасности Украины заявляет, что сорвала покушение на Зеленского, которое должно было стать подарком Путину перед инаугурацией. Задача была найти людей, которые смогут во время какого-либо перехода, либо выхода на вечернее обращение в кабинет, либо на площадь перед офисом президента заблокировать. Куратор должен был передать задачу тому человеку, который, по моему мнению, готов был бы выполнить эту операцию. Причастными к организации называют двух полковников управления государственной охраны, которые держали связь со своими кураторами в Москве. В СБУ заявляют, что речь идет о 9-м управлении Департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ, который был ответственен за это покушение. Целями россиян были еще и глава СБУ, а также глава ГУР Буданов. Принято решение о нанесении туда двойного удара. Но сначала мы сделаем удар большими птицами, а потом твоей маленькой, чтобы, осуществляя визуальный контроль, чтобы ты мог там увидеть, кто будет суетиться, и помог, скажем так, до конца довести дело. СБУ заявляет, что сорвала эту операцию, все причастные уже вычислены. Тем, кто задержан, грозит пожизненное заключение. Напомню, что в марте Зеленский заявлял, что Путин пытался убить его более 10 раз. Кремль уже готов осуществить нападение на одну из стран Балтии. Однако назвать дату такой агрессии невозможно. О замыслах и тактике Путина рассказал руководитель службы военной контрразведки Польши Ярослав Строжик. Но вероятно, что кремлевский диктатор пока не осуществляет свои планы из-за позиции Запада, считает Строжик. Путин, конечно, уже готов к какой-то мини-операции против одной из стран Балтии, например, чтобы войти в знаменитую Нарву, или высадиться на одном из шведских островов. То, что Запад делает вместе для поддержки Украины, показывает Путину, что в случае нападения на НАТО реакция Запада будет еще больше. Нарва, о котором вспоминает Строжик, это эстонский город на границе с РФ. 2 года назад Путин намекал, что это русские земли и ему придется все возвращать. Издание The Wall Street Journal также пишет о том, что Нарва может стать целью российских войск. В Эстонии, повторяют, готовятся ко всевозможным сценариям. Россия раньше угрожала ядерным оружием, и пока это были только угрозы. Можем ли мы с уверенностью сказать, что Путин не собирается его применять? Нет, мы не можем, потому что он и раньше совершал всевозможные безумные поступки. Но мы должны понимать, почему Москва угрожает нам, чтобы заставить нас воздержаться от решений, которые мы в противном случае приняли бы. Поэтому я думаю, мы не должны поддаваться на это. И еще одно заявление от любителя угрожать. Кадыров, который в прошлом году хотел
денацифицировать Польшу, на этот раз в сторону Евросоюза не смотрит. Говорит, что после 9 мая у России есть новые цели. Я считаю, что нужно более активно нападать, бить надо жестко, пока есть время, вот в этот месяц нужно забирать ближайшую территорию, но обязательно надо Одессу до Харькова забрать нужно. Тем временем в Украине неоднократно говорили, что Россия может попытаться захватить не Одессу и Харьков, а Сумы и Харьков. Однако ВСУ заявляли, что ресурсов пока для этого у оккупантов нет. Тем не менее, есть проблемы сейчас в Донецкой области, где россияне продвигаются. Втрата Донецької області виглядає реальною, але втрата Донецької області не дорівнює програші у війні, по-перше. По-друге, це не є точкою, де ми маємо здатися, це не є точкою, де все пропало, і це не є, скажімо так, точкою неповернення. Це, очевидно, погано, неприємно, образливо, боляче відступати, втрачати і так далі. Якщо ми хочемо виграти війну, ми маємо керуватися розумом, а не емоціями. При цьому ми не маємо вважати за норму обнулення великих військових частин або цілих з'єднань, або в майбутньому цілої армії за те, щоб принципово щось тримати. В Лондоне занимаются расследованием одной из самых масштабных утечек информации о военных. Целью хакерской атаки стало Министерство обороны Великобритании. В интернет попали личные данные военнослужащих. Однако это данные, которые касаются банковских реквизитов, но не оперативной информации. Западная пресса пишет, что одним из вероятных исполнителей этой атаки является Китай. Что ж, есть признаки того, что преступник взломал платежную сеть вооруженных сил. Но я хочу заверить людей в том, что Министерство обороны уже приняло меры по удалению сети, переводу ее в автономный режим и обеспечению надлежащей поддержки пострадавших людей. В целом, если вы вспомните наш комплексный обзор, я изложил очень жесткую политику в отношении Китая. Это означает, что мы должны использовать все имеющиеся у нас возможности, чтобы защитить себя от рисков, которые несет Китай. Это страна с принципиально иными ценностями, чем у нас. Они ведут себя более авторитарно дома и агрессивно за рубежом. В Германии вор, который украл крест Папы Римского, предстал перед судом. Дело слушают в Траунштайне, это Бавария. Известно, что подозреваемый в июне прошлого года вынес из городской церкви наперстный крест уже ныне покойного Папы Римского Бенедикта XVI. Собирался продать, однако ему это не удалось. А когда понял, что крест не простой, а принадлежал Папе Римскому, то кардинально изменил свои планы. Явился в полицию и заявил, что побоялся продавать аксессуар, а во-вторых, боялся, что украшения у него украдут. Кроме того, во время допросов признался, что один из дилеров предлагал ему за этот крест всего лишь 18 евро, хотя обычная стоимость такого креста 800 евро. В то же время так называемая мемориальная стоимость, учитывая историю этого креста, практически 50 тысяч евро. Известно, что наперстный крест был подарком Папы Бенедикта местной церкви и хранился там лишь под обычным стеклом. Генсек НАТО Йенс Столтенберг встретился со Светланой Тихановской. Разговор состоялся в рамках Североатлантического совета. Столтенберг заявил, что обеспокоен теми репрессиями, которые устраивает режим Лукашенко в республике, и считает, что белорусы имеют право жить в свободе и демократии. А вот в Объединенном переходном кабинете заявили, что эта встреча Столтенберга и Тихановской – хороший сигнал для построения новых отношений с Альянсом. Я рада, что эта встреча состоялась и что у демократических сил Беларуси завязывается такой диалог. В фундамент Альянса заложены близкие для белорусов ценности – индивидуальная свобода, права человека, демократия и верховенство права. Я думаю, для каждой европейской страны необходимо выстраивать уважительные, конструктивные отношения с НАТО. Это важно для национальных интересов и поддержки региональной безопасности. Мне бы хотелось, чтобы Беларусь воспринимали как надежного, мирного, предсказуемого партнера.
There you go, right shoulder, Kim. To your right. Right down here, Kim. Hey, Kim. Rita, as it looks up. Put it just clean, just like Mike, right? Ladies, turn together, turn together. Demi, handle that gorgeous smile. FA Twigs. Ow. Let's go, come up top, Tyler, hold up. Yeah, beautiful, Tyler, this way. Together, guys. There you go, right there, rip hook. There it is, hold that right there. Tom Brown. This is my favorite look so far. There you go. Up top, Jordan. Jordan, Leave her. Beautiful, Emily. Sarah, look up so we can see you. guys, just 17 right. Go by yourself. Go. Rosalia. The light's better this way. There you go. Perfect. Right here. Hey guys, there you go. Right here. Get that motion. Go ahead. Set up an elevator here in the front. Sarah, that smile, please. Mr. Pope, right up top, Mr. Pope. Where's Marvin? Little snacks. Oh shit, are they getting Jessica. Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора, и напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране, и мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом или становитесь постоянным спонсором канала. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.